Иногда самые важные слова приходят не днем, а ночью, когда мы, наконец, замолкаем и способны услышать тех, кого уже нет рядом. Лика проснулась в 5 утра, как будто кто-то легко коснулся плеча. Воздух в комнате был плотный, неподвижный, словно ждал чего-то. Тонкая занавеска дрожала от сквозняка. Чайник на кухне тихо посвистывал, а где-то вдалеке, за домами, начинали петь первые птицы. Она не сразу поняла, что именно разбудило. И только когда привычным движением дотронулась до шеи, ощутив цепочку с маленьким крестиком, подарком бабушки Анны, память прорвалась, будто тонкая пленка сна лопнула. Бабушка приснилась. Не как обычно, где просто мелькает лицо, а по-настоящему, с ее голосом, походкой, даже с тем чуть слышным потрескиванием в коленях, когда садилась на диван. И самое странное, говорила спокойно, без намека на тревогу, будто сообщала рецепт варенья. «Внученька, уходи от этих людей. Завтра с утра подойди к ее дому. Все поймешь сама». Проснулась Лика резко, как от падения. Села, прижала ладонь к груди. Сердце билось часто, но без паники. Просто ровно, настойчиво, как будто подтверждала. Слышала правильно. Она включила ночник, посмотрела на часы. Без 10:05. За окном полумрак, небо светлеет едва-едва. Белое платье висит на спинке стула. Скромное, без пышности, с тонким атласным поясом. Вчера Лика гладила его, долго и бережно, будто разговаривала с ним. До свадьбы оставался всего 1 день. Она поднялась, надела халат, босиком прошла на кухню. Все стояло на своих местах. Баночка с мятой, старый чайник с отбитым носиком, чашка без ручки, бабушкина. Даже васильки в стакане, сорванные вчера у соседки, стояли прямо как солдаты. Бабушка Анна всегда говорила: пока в доме есть живой цветок, в доме есть сердце. Увянет, и люди станут черствыми. Лика улыбнулась воспоминанию. Когда бабушки не стало, ей тогда было 24 года. Прошло уже 3 года, но привычки той женщины остались в каждой мелочи. Даже то, как Лика складывала полотенце ровно углом к углу, было оттуда. Она наливала воду в чайник и думала о сне. Зачем он приснился? Почему именно сегодня? Свадьба ведь почти у дверей. Все готово. Платье, кольца, гости, ресторан. Жених надежный, спокойный, не из тех, кто кричит или спорит. Артем всегда умел производить впечатление. В стройфирме его ценили за точность и сдержанность. И все же, когда он говорил о матери, в голосе звучало что-то настороженное. «Мама у меня строгая, но добрая. Просто привыкла все держать под контролем». Эльвиру Сергеевну Лика видела несколько раз. Женщина красивая, ухоженная, в глазах холодная дисциплина. И хотя улыбалась она часто, в этой улыбке было что-то выверенное, словно репетированное. Лика старалась не судить, ведь это будущая свекровь, опыт, поколение, может, просто характер. Но сон... Она наливала чай и вдруг ясно поняла. Сегодня утром ей нужно туда. Просто подойти к дому Эльвиры Сергеевны, посмотреть, без разговоров, без сцен, проверить ради душевного покоя. Если тревожно, не спорь с собой, сделай шаг и убедись. Так говорила бабушка. Эти слова всплыли точно в сердце. К 7 утра город еще дремал. На асфальте блестели лужи, ночью был короткий дождь. Воздух был чистый, пах мокрым деревом и бензином. Лика надела светлую блузку, простую юбку, собрала волосы в пучок, перекинула через плечо тонкий кардиган. Не наряд, а защита от прохлады. Дом будущей свекрови находился в старом районе, где частные строения стояли плечом к плечу. Тихие улочки, яблони за фаборами, звонкие воробьи. Эльвира Сергеевна любила порядок, и это чувствовалось уже с улицы.
Зеленая калитка, чистая дорожка, герань на окнах, виноград, переплетенный над навесом. Все выглядело образцово, почти красиво. Лика остановилась у каштана напротив. Сделала вид, что поправляет ремешок сумки. Никого вокруг. Тишина. И вдруг из-за калитки донесся щелчок замка. Потом голоса. Сначала один, узнаваемый, уверенный, ровный. Эльвира Сергеевна. Потом другой, женский, молодой, деловой. «Все готово?» – спросила гостья. «Да, все по плану. Сначала ЗАГС, потом нотариус. Она подпишет доверенность без вопросов. Девочки такие вещи обычно не читают. Нам главное успеть сегодня». Лика невольно задержала дыхание. «По квартире тоже сегодня?» – уточнила та. «Конечно, мой знакомый нотариус все оформит аккуратно, без шуму». Потом щелкнули каблуки по крыльцу, хлопнула дверь машины, мотор завелся, и все стихло. Эти несколько фраз повисли в воздухе, как цепь. Доверенность, квартира, аккуратно, без шуму. Лика стояла неподвижно, чувствуя, как в животе будто сжался кусочек льда. Даже солнце, поднявшееся над крышами, стало резким. Она не знала, что делать. Разозлиться, плакать, позвонить Артему и все высказать. Нет. Если бабушка сказала «подойди и увидишь», значит, это было только начало. И тут в голове родилась тихая мысль. Проверить, без истерик, разобраться. Небольшая юридическая консультация на соседней улице работала с 9, но Лика пришла заранее и ждала у двери. Пока читала вывеску «Помощь гражданам по имущественным вопросам», внутри немного отпустила. Все просто. Разобраться, уточнить, защититься. Без обид. Когда дверь открылась, Лика вошла, поздоровалась. Внутри пахло бумагой и кофе. Женщина-юрист в очках, аккуратная, с теплым голосом, выслушала ее, не перебивая. «Я не уверена, правильно ли понимаю», — сказала Лика. «Завтра свадьба, сегодня свекровь с кем-то обсуждала доверенность, нотариуса, квартиру. Я живу в бабушкиной, она оформлена на меня. Что мне делать, чтобы не подписать чего-то, чего не понимаю?» Юрист слегка улыбнулась. «Очень хорошо, что вы пришли. Первое и главное, вы вправе подать заявление, чтобы любые действия с вашей квартирой могли проводиться только при вашем личном участии. Это заявление подается в Росреестр. Тогда никакая доверенность без вас не подействует. Хотите, я помогу составить?» Лика кивнула. «Второе, если вам дадут бумагу для семьи, вы имеете право не подписывать. Нотариус обязан зачитывать текст вслух и объяснять последствия. Если не объясняет, это нарушение». «А если они будут настаивать?» – тихо спросила Лика. «Говорите, я хочу проконсультироваться. Все, это ваше законное право». Юрист достала чистый бланк, написала заголовок. «Мы подадим заявление сегодня же. Есть окно через МФЦ. Это займет полчаса». Лика слушала и ощущала, как внутри появляется ощущение стержня. Наконец-то не страх, а понимание. Она не должна ссориться, должна защититься. После оформления документов юрист протянула ей копию. «Теперь можете быть спокойны. Даже если вас уговорят подписать что-то, без вашего личного присутствия никто ничего не зарегистрирует». Лика поблагодарила и вышла на улицу. Воздух был уже теплым, солнце ярче, но внутри стояла странная прохлада. Не от холода, а от ясности. Она достала телефон. Несколько непрочитанных сообщений от подружек. «Ты уже все приготовила? Где будете фотографироваться?» И одно короткое от Артема. «Заеду в 5. Надо съездить кое-куда. Пара подписей и свободны». Кое-куда? Пара подписей? Лика закрыла экран. Ей не было страшно. Страх остался где-то там, возле зеленой калитки. Осталась только уверенность, что бабушка Анна снова не ошиблась. Сегодня утром она все увидела сама. «Ты же доверяешь семье?» – спросил Артем, открывая двери такси.
Слово «доверяешь» прозвучало слишком гладко, как будто в нем пряталось что-то, что лучше не разворачивать на свет. День был прозрачный, почти безоблачный. На асфальте переливались солнечные пятна, и казалось, что все вокруг шепчет «скоро свадьба». Но Лика чувствовала иначе. Ни страх, ни сомнения, а будто все в мире стало предельно ясно, просто без лишних красок. Как бывает перед бурей, тишина, но воздух дрожит. После визита к юристу она вернулась домой и долго просто сидела у окна. На подоконнике стояли васильки, чуть завядшие, но все еще синие, как небо в морозное утро. В ладонях у Лики лежала копия заявления, поданного в Росреестр. Небольшой лист бумаги, а весел, как щит. Она перечитывала первую строчку. Регистрационные действия в отношении объекта недвижимости допускаются только при личном участии собственника. В этих словах было все, чего и так не хватало последние недели. Контроль, ясность, выбор. К 4 часам телефон загудел. Артем. «Я выехал, заеду в 5. Надо к нотариусу. Мама договорилась, что без очереди». Он написал спокойно, будто речь шла о покупке торта. Лика глянула на часы. 4 часа 27 минут. 33 минуты на то, чтобы решить, говорить ли, что она уже все знает. Решила не говорить. Пусть все идет, как должно. Если бабушка повела ее этой дорогой, значит, у каждой сцены свой смысл. Она сложила документы в прозрачную папку, аккуратно убрала в сумку. На всякий случай. Когда Артем нажал звонок, Лика успела подумать только одно. «Я не против быть рядом. Я против быть без права голоса». Он выглядел усталым, но довольным. Светлая рубашка, пиджак, легкая улыбка. Типичный жених, уверенный, что день под контролем. «Готово?» — спросил он. «Готово», — ответила она. «Отлично. Мама все уладила, останется только пара подписей». Пара подписей. Слова звенели, как ложка о фарфор. В машине он говорил легко, без пауз, будто боялся тишины. Рассказывал, что фотограф звонил, что ресторан подтвердил заказ, что его коллега обещал подарить микроволновку. Лика слушала, но мысли скользили мимо. Она смотрела в окно на пролетающие дома, светофоры, людей с букетами. Мир жил своей обычной жизнью, не подозревая, что для нее сейчас идет финальный экзамен, не на любовь, а на уважение к себе. Нотариальная контора находилась в старом двухэтажном доме с облупшейся штукатуркой и новой вывеской. На 2-м этаже табличка «Нотариус Ермаков А.С». Артем помог подняться по лестнице. Открыл дверь. Внутри пахло кофе, бумагой и дорогими духами, видимо, от секретаря. В углу стоял фикус, на стене календарь с видами Италии. Все выглядело спокойно, почти уютно, только у стола в дальнем кабинете уже сидела Эльвира Сергеевна в идеально сидящем костюме с папкой, аккуратно положенной перед собой. Когда она подняла глаза, улыбнулась. Холодно, без тепла. «Лика, девочка, проходи, нам осталось совсем чуть-чуть. Просто подписи, и вы свободны». «Свободны». Лика механически повторила про себя это слово. «Свободны от чего?» Нотариус, мужчина лет 45 с очками и уставшими глазами, поднялся, кивнул. «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста, мы сейчас все быстро сделаем». Он взял папку из рук Эльвиры Сергеевны, перелистал страницы, потом начал читать вслух. Четко, спокойно, как положено. Доверенность на осуществление сделок по распоряжению недвижимым имуществом доверителя, включая право купли-продажи, дарения, обмена, залога, подачу документов для государственной регистрации. Лика слушала, не перебивая. Каждое слово будто падало на стол тяжелым камнем. «Подтверждаете, что понимаете объем предоставляемых полномочий?» Артем кивнул, не давая ей даже взглянуть на текст. «Это обычная бумага, чтобы потом не бегать за каждой справкой. Все для удобства». Лика посмотрела на нотариуса. «Скажите, а вы можете проверить, прошла ли моя отметка о личном участии в Росреестре? Я сегодня подавала заявление.
Хочу знать, вступило ли оно в силу». Он удивился, но кивнул. «Конечно. Минуту». Несколько щелчков клавиатуры, короткое молчание. Потом он произнес: «Да, отметка есть. По вашему объекту внесена запись «Регистрационные действия только при личном участии правообладателя». В кабинете стало тихо. Даже фикус, казалось, перестал шевелиться. Эльвира Сергеевна медленно положила ручку на стол. «Какое заявление?» — спросила она ровным голосом. «Мое», — ответила Лика, — «на мою квартиру, бабушкину». «Это недоверие?» Губы свекрови дрогнули. «Лика, семья — это доверие. Семья — это уважение и честность», — спокойно произнесла Лика. «Доверие, когда говорят, что собираются делать, и спрашивают, согласен ли другой, а не ставят перед фактом». В этот момент даже нотариус перестал выглядеть посторонним. Он откинулся на спинку стула и тихо сказал: «Прекрасная формулировка, кстати. Могу использовать в лекциях по этике». Артем отвел взгляд. На лице растерянность. «Я не хотел ничего плохого. Мама сказала, что так проще, что все общее, и квартира, и расходы». «Проще не всегда правильно», — сказала Лика. «Я не вещь, Артем, и не приложение к семье». Нотариус вздохнул. «Вижу, решение принято. Тогда, извините, я обязан задокументировать отказ от подписания доверенности». Он набрал текст акта, распечатал, подписал. Лика поднялась. «Спасибо», — сказала она, — «за то, что прочитали вслух». Нотариус кивнул. «На то мы и есть, чтобы читать. А вы молодец. Редко кто умеет защитить себя спокойно». На улице пахло горячим асфальтом. Воздух стал плотным, липким. Артем шел рядом, молчал. Эльвира Сергеевна впереди, быстрым, резким шагом. У машины она остановилась и повернулась. «Ты совершаешь ошибку», — сказала она почти без эмоций. «В семье должен быть порядок. А порядок устанавливаю я. Порядок — не власть. Порядок, когда каждый знает границы. Мои начинаются с моей подписи». Она повернулась и пошла к остановке. Не бежала, не хлопала дверью, просто шла, ощущая, как с каждым шагом возвращается собственный воздух. Иногда победа не громкая «ура», иногда победа — просто способность уйти, не оглядываясь. Дома Лика первым делом заварила чай. Сухая мята тихо шипела в кружке. В комнате пахло бумагой и теплом. На столе ее документы, на подоконнике — васильки. Она посмотрела на фотографию бабушки, стоявшую в рамке. «Ты знала, да?» — шепнула. «Все заранее знала». В ответ — тишина, но такая, в которой было больше слов, чем в любом разговоре. Телефон зазвонил. «Артем, прости, я не понимал, как это выглядит со стороны». «А теперь понял?» «Понял. Мама просто хотела все упростить». «Простить можно то, что случайно. Но это не случайно, Артем. Это план». Он молчал, только дыхание в трубке. «Я люблю тебя», — сказал тихо. Любовь — это не повод подписывать пустой лист. Любовь — это спрашивать, а не распоряжаться. Она отключила телефон и поставила его экраном вниз. За окном уже темнело, в воздухе витал запах пыли и первых летних гроз. Лика достала со шкафа старую шкатулку. Внутри кольцо бабушки, пожелтевшее письмо и несколько засушенных васильков. Она достала один и положила в книгу. Чтобы напоминал, что мир не рушится, если ты сказала «нет». Поздним вечером ей написала юрист Полина Аркадьевна. «Ваше заявление зарегистрировано. Отметка внесена окончательно. Если что-то понадобится, пишите. И берегите себя. Не каждый день люди выбирают честность, когда так удобно промолчать». Лика улыбнулась. «Спасибо. Вы мне сегодня помогли больше, чем думаете». Она закрыла ноутбук, выключила свет и легла. Сон пришел быстро, на этот раз без бабушки, но в воздухе все равно ощущалось ее присутствие, тихое, доброе, как запах свежего хлеба. Перед тем, как уснуть, Лика подумала: иногда жизнь проверяет нас не бедой, а бумагой. И если ты сумела прочитать каждую строчку, значит, выдержала. Телефон звенел весь вечер. Подружки писали, что не могут поверить.
Тетя уговаривала не ссориться с хорошими людьми. Артем не звонил, только присылал короткие сообщения. «Давай поговорим. Я все объясню. Я не хотел тебе зла». Лика читала и не отвечала. Не потому что злилась, просто понимала, любые слова сейчас будут как лишние ноты в уже сыгранной мелодии. Все прозвучало, все ясно. Сутки после нотариальной сцены прошли странно. Мир будто стал тише, даже шаги на лестнице мягче. Чайник кипел без свиста. Лика ходила по дому, убирала, протирала пыль, раскладывала книги по цветам, так, как учила бабушка. Каждое движение было не бегством от мыслей, а способом вернуть себе дыхание. Она думала о том, как просто могла пойти иначе. Подпиши она вчера бумагу, и все, точка. Квартира, оставшаяся от Анны Сергеевны, ушла бы в семейное пользование, потом по новым правилам, и конца тому не было бы видно. Иногда жизнь висит на одной строчке, на одном подписи «не ставлю». На утро следующего дня Лика проснулась удивительно спокойно, без привычной тревоги в груди. Будто внутри кто-то выключил фоновый гул, который раньше назывался «как бы никого не обидеть». Она надела джинсы, футболку, собрала волосы в хвост, пошла в ЗАГС. В руках паспорт и заявление. Очереди не было. Молодая сотрудница с аккуратной прической встретила ее взглядом, в котором не было ни удивления, ни осуждения. «Хотите перенести дату регистрации?» «Да», — сказала Лика, — «мне нужно время». Девушка кивнула. «Такое бывает. Невестам иногда нужно просто подышать». Она заполнила бумагу, поставила подпись. Какая ирония. Сегодня подпись спасала, а не отбирала. На выходе из ЗАГСа Лика задержалась на крыльце. Дул легкий ветер, солнце пробивалось сквозь облака, и в этот момент ей стало ясно. День свадьбы все равно состоялся просто другого рода. Не с платьем, кольцами и фотографом, а с главным — с собой настоящей. Дома она открыла бабушкину шкатулку. Внутри лежали старые письма, рецепт вишневого варенья, брошь с голубым камнем и пожелтевшая фотография. Анна в белом платье, глаза смеются. «Ты все видишь, да?» — шепнула Лика. Тишина ответила теплом. Прошло несколько дней. Жизнь понемногу возвращалась в ритм. Работать, покупать продукты, поливать цветы. Люди удивительно быстро возвращаются в норму, если перестают оправдываться. Только одно изменилось. Телефон теперь молчал. Артем не писал. И это молчание было честнее всех разговоров. На 4-й день тишины раздался звонок. Знакомый стук, вежливый, 2 коротких, 1 длинный. Артем. Он стоял у двери как чужой, без букета, без улыбки, просто в светлом свитере с опущенными плечами. «Можно войти?» — спросил он. «Можно», — ответила Лика и отступила в сторону. Он сел на стул у окна, долго смотрел на васильки в стакане, потом на кружку с мятным чаем. «Ты не представляешь, как не стыдно», — произнес он, не поднимая глаз. «Я думал, что делаю правильно, что так будет удобнее. Мама всегда решала все за всех, я привык считать, что это нормально». Он поднял голову. «Но это ненормально. И ты показала это лучше, чем любые слова». Лика молчала. Не потому, что не знала, что сказать. Просто хотелось, чтобы он выговорился. Я все это время думал, понял, что стыд — это не наказание, а компас. Он показывает, где я потерял границу. «Это уже шаг», — тихо сказала она. «Главное не спутать вину с пониманием». Они сидели долго, без пафоса, без громких слов. Просто люди, у которых, наконец, появилась возможность говорить по-честному. Я не знаю, сможем ли мы начать заново, но я хочу хотя бы заслужить шанс быть человеком, с которым тебе не стыдно рядом. «Это уже начало», — сказала Лика. «Иногда любовь не исчезает, когда ты ставишь границы, она просто перестает быть зависимостью». Лика стала часто выезжать за город, в бабушкин дом, маленький, старый, с облупившейся верандой. Там она садила цветы, пекла пироги, включала радио. Иногда приезжал Артем, не как хозяин, не как адияк, а просто как человек, которому хорошо молчать рядом.
Эльвира Сергеевна однажды тоже приехала. С пирогом, без упреков. Просто посидеть на лавочке. И когда уходила, сказала: «У тебя теперь дом живой, как у Анны». Это было, пожалуй, самое искреннее признание из всех возможных. Солнце клонилось к закату. В саду пели птицы, пахло мятой. Лика сняла с подоконника рамку с фотографией бабушки, протерла стекло, поставила обратно. «Спасибо», — сказала она вслух, — «за то, что подсказала, когда я могла ослепнуть». Тихий ветер тронул занавеску, васильки на столе чуть дрогнули. Иногда самое громкое «спасибо» — это не слова, это то, как ты живешь дальше. В тот вечер Лика не стала включать телевизор, просто сидела у окна и писала в блокноте: «Я больше не подпишу ни одной семейной бумаги, которую мне не прочитали вслух, потому что своя подпись дороже всех чужих обещаний». И улыбнулась не гордо, а спокойно. Теперь все было на своих местах. Чай, васильки, мирт, свет из окна и чувство, что жизнь снова ее. Друзья, если эта история откликнулась вам, пожалуйста, перешлите ее своим друзьям и близким. Возможно, кому-то сейчас тоже нужно услышать, что любовь — это не подчинение, а уважение. Нажмите «Поделиться» под видео и отправьте тем, кому будет важно вспомнить, что границы — это не холод, а забота о себе и тех, кто рядом. Именно благодаря вам канал может продолжать писать новые истории для вас и для тех, кого вы любите.